Представители знака зодиака Овен. Овны, мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп, март 2024 года. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз, он не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я так надеюсь, мы с вами проведем приятное время, и какие-то подсказки вы все равно увидите. И март месяц, если мы говорим именно про март, он скорее будет обусловлен теми событиями, которые уже у вас развивались в феврале, или, может быть, даже более вашими мыслями, мои дорогие, то, к чему вы больше склоняетесь, поскольку 19 февраля происходит в вашем знаке зодиака выравнивание планеты Хирон как символа израненного целителя с лунным узлом. И лунные узлы у нас как раз расположены сейчас на оси Овен, весы. Для вас это очень важное время. И не только март. Просто март наиболее близок как раз к 19 февраля. А вообще какая-то ваша история. Она может продолжаться или развиваться, когда вы будете отстраивать новое качество жизни. И вот эта планета Хирон в вашем знаке пробудет до 14 апреля 2027 года. Какая-то для вас, ну, знаете, такая очень важная миссия заключена на последующие годы в том числе. Но где-то прелюдия состоится уже или состоялась, может быть, где-то в январе, в начале февраля, но уже к началу марта варианты, как мне поступить, чтобы выйти из повторяющегося сценария. Или время залечить душевные раны, психологические травмы, время выйти из каких-то условностей или обстоятельств, чтобы вам ничто не мешало быть самим собой. Вот это, наверное, самое главное, мои дорогие. Это для всех нас важно, но для вас и, пожалуй, весов все-таки лунные узлы вот на этой оси находятся, но ваш знак зодиака, мы все знаки остальные зодиака где-то равняемся на вас. Потому что что такое Овен? Это олицетворение «я», и «я могу». Вот что вы хотите совершить? Насколько ваши планы, мечты сообразуются с реальностью? Насколько чувства, мои дорогие, если мы говорим по Хирону, он ведь учил именно правильно управлять чувствами своими. Может быть, задать себе такие вопросы, кому я помогал или помогала, или кого я обучал, с кем я делился, может быть, своими знаниями, своим опытом. У кого-то проиграется последним куском хлеба. И что из этого получилось? Правда, могут быть и такие вопросы. Потому что по Хирону мы приходим к выводам таким неутешительным. То, что мы делали из лучших мотивов и побуждений, не всегда имело доброе или корректное, правильное продолжение. Вот есть поэтому и какая-то священная рана. Хорошо, идем дальше. И первую карту мы с вами достанем. Чему вы будете уделять в марте больше внимания? Или какая сфера жизни для вас наиболее проиграется? Может быть и так. Что в связи с этим важно знать? Каковы приятные сюрпризы, именно приятные, мои дорогие овны? Каковы неожиданности? Ну, где-то чего нам не избежать? Что скрыто? Что вам может помешать в марте? Что вам будет помогать? И мы достанем 3 карты по основным сферам жизни на март. Дела, работа, бизнес, энергия денег, финансы и личная жизнь. Итак, марафонский забег. Прекрасная карта. Это когда мы выстраиваем новую траекторию своего благополучия. Правда. Причем видим дистанцию лет на 10-20 вперед. Тут это символ надежности, уверенности и внимания к деталям. Как будто самые крупные и важные вещи, они как раз составляются из каких-то мелочей. Не будет мелочей как таковых в течение марта. Нужно уделить внимание всему буквально, мои дорогие. И для этого первое
никуда не торопиться. Рыцарь Пентаклей едет медленно, именно потому, что ничто не должно ускользнуть от него. И это карта, когда мы закладываем фундамент собственного успеха. Это не тот успех однодневный, который сегодня пришел, и завтра он куда-то испарился. Нет, вы сами захотите быть более реалистами. И, кстати, спокойная, уверенная карта. Значит, где-то не будет, может быть, импульсивности. Вы словно переключаетесь на другие энергии. Первое. А второе, вам не хочется себе навредить. Вы, видимо, уже к этому времени определились с тем, что если я где-то буду горяч или порывист, то мне это точно не поможет. Тут не поможет какой-то реванш, придется быть где-то более настойчивой, может быть, и терпеливей. Может быть, даже у вас это вот от слова терпение вам становится не по себе, но, видимо, реальность такова, что это то качество, которое наиболее активно вам помогает. Вообще неспешность или по этой карте получение денег, или помощь конкретного человека буквально финансами к нам приходит, если есть какая-то финансовая брешь, то нам как раз могут помочь. То есть, если мы спросили, какие наиболее активно будут проигрываться сферы жизни, дела, работа, бизнес и деньги в первую очередь. Но каким образом к нам приходят деньги, каким образом мы их зарабатываем, как мы строим свой успех на длительный период времени. Идем дальше. Что же важно знать для этого? Не торопись, нам буквально говорит карта. Не торопись, это первое. Второе, не соглашайся на мутные сделки. Не имей дела с теми людьми, которые где-то два пишут, три в уме, дабы не оказаться заложником какой-то, извините, дурацкой ситуации. Почему? Потому что могут вызвать на эмоции, наобещать золотые горы. В итоге, правда, есть такой риск. Все же это карта жертвенности. Есть такой момент, что важно знать. Так вот, не быть жертвой, понимаете? Не застопорить себя самого, согласившись на какой-то проект, который провальный изначально. Как будто, может быть, что-то просчитать. Вот об этом нам говорит карта. Будь внимателен. И если что-то предлагают, мои дорогие овны, как минимум, может быть, найти информацию об организации, о человеке, о самом деле или конкретном каком-то случае, обстоятельстве, теме. Можно найти много информации в интернет, можно, используя сарафанное радио, смотря чего касается вопрос. Вот не попасть, знаете, в какую-то двойственность, не попасть в ожидание, когда нам не сказали ни да, ни нет, а мы ждем, когда там кто-то смилостливится. Бывают и такие ситуации в нашей жизни. То есть ничто где-то не должно вас застопорить, понимаете? Вы-то сами тоже где-то, как мы говорим, рыцарь Пентаклей едет медленно, тоже не торопитесь. Но искусственно, чтобы себя поставить в какие-то рамки, когда вы вынуждены будете корректировать свои планы, или вы словно окажетесь заложником какой-то непонятной ситуации. Вот здесь нужно просчитать, не давать никому обещаний, я бы сказала, точно, на март месяц. Словно, может быть, не повторить какой-то паттерн прежде, вот, или тот самый сценарий, который постоянно повторяется. Вот проанализируйте, на какой точке невозврата у вас что-то происходит, когда начинают что-то срываться, как ваши планы, или что-то идет наперекосяк. Может быть, будут в этом подсказки. Давайте идем дальше. Сюрпризы со знаком плюс. У кого-то проиграются, у людей семейные какие-то приятные моменты, как свидетельство о детях, может быть, да, какой-то детский вопрос, может быть, решается с обучением или продолжением обучения. Но в большинстве случаев, или для большинства из вас, мои дорогие овны, как рыцарь Пентаклей, так и паж Пентаклей, это новое начинание. Это карта в последующем тоже прогресса, но в сюрпризе это как новое дело, у кого-то новая работа, у кого-то, мои дорогие, это может быть и человек в личной жизни. Может быть, это для единиц проиграется, но иногда и так проигрывается. Это те люди, которые намного моложе вас. Или тот человек, который, может быть, и по возрасту, может быть, это как сюрприз. Вы встретитесь с таким или познакомитесь, когда возраст приличный, но ведет себя как ребенок. Я должна это озвучить, одно из значений, но, повторюсь, для большинства из вас именно как новое начинание. Может быть, у кого-то это совпадет с новым графиком работы, со сменой руководства, или когда
меняются какие-то требования, правила, регулировки на работе. Есть элемент обновления, новизны. И нам надо как будто подстроиться. Но это выпадает вам в сюрпризах. Значит, есть какие-то для вас новые возможности. Вот будьте внимательны. И здесь больше опять же будет касаться дела, работы, бизнес, деньги. Вот. Как новый способ заработка, дополнительный, может быть, у кого-то правда, вторая какая-то работа или подработка. Вы за нее возьметесь, и кто знает, какая будет первая, какая вторая. Вот где-то решение материальных вопросов, как и в сюрпризах, так и чему вы, в принципе, уделяете внимание в марте месяце. И опять же, энергии достаточно спокойно, надежной. Для кого-то из вас желание поменять свое окружение в сторону как раз надежных людей. Неожиданности. Карта силы. У вас сильная позиция. И вот эту силу нужно сохранять. Обратите внимание, прекрасная дева держит на коротком поводке льва. Лев – прообраз нашего эго. Это как раз наши эмоции, это наш импульс. Порыв, реванш, но на коротком поводке, вместе с эмоциями. И поэтому не будет неожиданностей, если удерживать свои эмоции вот на том самом поводке. Тут действительно, если мы говорим про Хирон, он как раз и проигрывается через учение об эмоциях, когда эмоции нам не вредят, потому что как раз нужно находить, может быть, между реальностью и романтикой, между какой-то конкретикой и нашей мечтой контакт, чтобы не было как порыва «я хочу поступить именно так», а никак не иначе, и себе этим навредить. Мы ведь не изменим людей, правда? И, в принципе, когда мы думаем по-разному с людьми, они где-то, даже пусть они не разделяют наши взгляды, по сути, это нормально. И весь фокус не в том, кто кому чего докажет, а в том, как мы договоримся. И вот это ведь карта сила. По сути дела, это энергетика мага. Холодная энергетика, расчетливая, мои дорогие. Почему? Потому что лев на коротком поводке. Вот поэтому сил у вас, как у мага, достаточно. Если мы говорим, в неожиданностях вы прочувствуете, у меня много возможностей, если вы себя где-то попробуете. Вот в этих новых энергиях. Может быть, и в неожиданностях у вас откроются новые какие-то перспективы через работу, через заработок или как дополнительные источники дохода, как, может быть, вот этот паж Пентаклей, ну, это вы сами надумаете, может быть, открыть личное дело, развивать свое творчество, хобби, что-то монетизировать. Слушайте себя. Будет это очень важно, потому что, повторюсь, сильная позиция. Что скрыто, давайте узнаем. Комплименты, ну вообще по рыцарю кубков, приятное времяпрепровождение. Когда вы кому-то нравитесь, правда, вы очень люди, которые, ну, обладают определенным магнетизмом. С вами хочется дружить. С вами хочется каких-то контактов, может быть, на личном уровне. Вот как раз рыцарь кубков где-то про любовь. Может быть, что скрыто. Кто-то вам симпатизирует. Вполне вероятно, вы не видите. Но по этой карте, знаете, это где-то симпатия. Ну, может быть, конфетно-букетный какой-то период. Или приятные эмоции. Или вот это самое времяпрепровождение. Но карта не говорит о каком-то продолжении. Или о чем-то серьезном. Может быть, как скрыто, это ваши где-то намерения. Если мы говорим, ну, вот отчасти и про личную жизнь, вам хочется таких эмоций, но вы ничего, ну, как бы на первом этапе серьезного не планируете. Или это может быть мысли человека в отношении вас тоже. И поэтому по этой карте нам говорят, ты наслаждайся тем моментом и приятным общением. И пока далеко, как будто не забегай. Но если что скрыто, то сама по себе радость какая-то скрыта. И вполне вероятно, она будет свидетельствовать о том, что какой-то проект у вас, мои дорогие, продвигается. И так тоже может быть. Что может помешать? Вот интересно, король Пентакли, вы знаете, с вами могут быть кто-то как не согласен. Или это вы в таких энергиях, у вас, посмотрите, много пентаклевых карт, и я вполне могу с учетом аркана сила предположить, что удачными будут многие ваши проекты по части финансов.
Знаете, это может быть, ведь это тоже сильная позиция, это карта где-то уверенного, ну и самоуверенного человека, где-то самоуверенность может помешать, когда захочется настоять на своем, или когда вы можете сказать, да я все просчитал. А просчитать-то можно только то, что в реальной какой-то конкретике. А вот в неожиданности просчитать невозможно. Поэтому не будьте где-то самоуверенными. У вас сильная позиция. Но часто сильная позиция, она как раз переходит в какую-то, знаете, уже такую властную уверенность. И вот это отчасти будет вам мешать. Что же будет помогать? Хотя, в принципе, помех со стороны людей или каких-то обстоятельств, посмотрите, ни одной карты. Вот тут самому где-то не сглупить с учетом аркана повешенного, вот правда. Посмотрите, тут наоборот из какого-то тупика выйти. Вот, кстати, что важно знать, будет возможность. Может быть, вы искали долгое время в работу, не могли найти. Вот в марте кое железо пока горячо. Но это не тогда, когда мы на чем-то настаиваем. Это тут скорее мы будем настроены быть дипломатами, великими манипуляторами. Посмотрите, ни одной карты в ваших энергиях нет. Ни одной жезловой карты, мои дорогие, которая бы отдаленно хотя бы символику огня напоминала. Нет, вот такие спокойно, уверенно, методичные, я бы сказала, энергии. И Верховный Жрец – это тоже где-то в продолжение тех энергий, когда мы говорим, что будет помогать надежность, настойчивость, упорство, мои дорогие. Ну, упорство Овну точно не занимать, но вот импульс, он как будто не помогает, это точно. Будет помогать еще вполне вероятно, как, знаете, может быть, у вас есть такие лица, которые занимают высокий пост, и которые за вас замолвят слово. Ну, понятно, не всех это касается, но я бы сказала, у кого такие есть персонали, то можно к ним обратиться, если стоит вопрос оформления документов или, ну, если человек действительно в той области сведущ, или, может быть, по части работы, нахождения работы, такое тоже может быть, что будет помогать. Когда мы документы оформляем, и проверяем подписи, печати, делаем все так, как положено по закону. С другой стороны, это карта обучения. Будет помогать, когда вы открыты миру и готовы учиться. Когда вы готовы учить, вообще-то, вот интересно по Хирону. Хирон – это еще и прообраз учителя. Он учил искусству охоты, он учил искусству врачевания, он учил математике, астрологии, астрономии. И по части его раны, которую ему нанес как раз-таки его ученик Геракл. Именно Хирон обучил Геракла искусству охоты, и в один из несчастливых дней Геракл решил потренироваться на пороге жилища в этом искусстве. И стрела угодила в ногу Хирону, и в результате тот очень мучился от страшных болей. И в то же время он даже просил богов избавить его от бессмертия. Он был бессмертным. В последующем мы знаем, Хирон – это вот как раз созвездие Центавра, соответствует в астрономии. Так вот, думай, кому помогаешь, нам отчасти ведь говорит карта. Или думай, кого ты обучаешь. Может быть и так, что помогает. У кого-то и так может быть. Не попасть самому вот, или вот на эту удочку, или в какую-то созависимую ситуацию. Быть для самого себя пророком, мои дорогие. И, может быть, помогает выйти как раз из какого-то паттерна, шаблона или из повторяющегося сценария. Это правда не секрет. Когда мы делаем, ну, как и прежде, что-то, мы не можем изменить ситуацию. И если мы хотим кардинально улучшить качество жизни, значит, мы и должны делать что-то другое или как-то по-другому, другими методами, но не такими, как раньше. Тогда мы добьемся большего. Дела, работы, бизнес. Сильная позиция, нам еще раз об этом говорят. Тройка жезлов всегда сильная позиция. И тут, смотрите, уже новые берега. Действительно, тут какие-то новые возможности, но, видимо, не в марте, пока как будто вы к этому приступаете. Вы можете что-то просчитывать, строить
тезис-планы, узнавать необходимую информацию. У кого-то дела, работа, бизнес, расширение этого самого бизнеса или новые возможности по вашему рабочему месту. Может быть, у кого-то релокация офиса или изучение. Допустим, мы можем изучать языки, мы можем изучать новый вид деятельности, правда, мы можем, в принципе, учиться, и это будет тоже где-то помогать. И где-то одновременно карта говорит о том, что нет материальных проблем. Сильное, в принципе, положение, и вообще это где-то значение якоря. Это тот как раз якорь или та твердь, от которой мы можем оттолкнуться и уже к новым берегам отправиться. Карта перспективы сама по себе и устойчивого вашего положения на март месяц. Финансы. Может быть, что-то задерживается. У кого-то это будут еще, королева кубков часто говорит о наших партнерах, это о супругах или партнеры в личной жизни, но это еще и карта ожидания, поэтому сама по себе неторопливость, она словно проходит через весь наш расклад. Может быть, для кого-то из вас и деньги задерживаются. Для кого-то из вас, мои дорогие овны, сильная позиция, ведь это еще карта интуиции, сильная позиция, когда вы, как я говорила, умеете быть прозорливыми, слушайте свою интуицию. Видимо, может быть, такие будут у вас дела, вопросы, касаемые финансов, может быть, недвижимости, имущества, когда вам нужно, правда, на пару шагов предусмотреть, как будто предугадать, может быть, не потратить. Вот эта карта, она точно не про траты, она скорее про манипуляции. Как известно, королева кубков раньше изображалась королева-русалка. Это та, которая обманывала всех, заманивала рыбаков и моряков на пучины морские, обещая им несметные сокровища и какую-то волшебную любовь. Ей верили, шли, там и оставались. Вот где-то самому сильная позиция не попасть, может быть, в эту двойственную ситуацию, куда-то деньги не потратить, не согласиться на ненужную сделку, ну и самому же быть вот этой где-то королевой-русалкой, по сути, в тех же энергиях, и тогда вам это тоже помогает. Может быть, даже если есть какие-то задержки в деньгах, как будто все равно вы решите этот финансовый вопрос. Может быть, где-то с вами и есть тот человек, который, ну, не совсем разделяет вашу финансовую какую-то стратегию, но как будто на помощь-то он все равно придет. Вот если это ваш личный человек, я могу допустить, что для кого-то может проиграться и так, с учетом аркана Верховный Жрец. Одним словом, будьте внимательны с финансами. Не время что-то покупать, вот сказала бы и так. Личная жизнь. Мои дорогие овны, знаете, если честно говоря, не все будут с вами соглашаться, правда, в течение марта. Может быть, в этом и состоит задача по Хирону проработать вот эту священную рану. Или, ну, где-то принять, что, ну, не разделяют наши взгляды. Может быть, не все довольны нами. Это не имеет принципиального значения. Повторюсь, от того, как мы договоримся, будет это иметь значение. И будет еще также иметь значение, когда вы будете уделять внимание самим себе. По девятке жезлов эта карта обещает нам достаточно физических сил, первое, но когда мы занимаемся именно своими делами и действуем только в двух случаях. Первый, либо нам что-то угрожает, либо чего-то мы не должны упустить. Здесь больше идет сохранение и планирование, и вот, наверное, удержание того, что вы уже достигли. Или если открываются какие-то новые возможности или перспективы, значит, это те, причем перспективы, которые на долгий период времени, значит, их тоже следует удержать. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.